Всем привет! Рада видеть вас на канале Блеск. Сегодня я продолжаю тему шитья штор. Если прошлое видео было посвящено рулонной шторе, то в этом я расскажу про римскую. Похожи они тем, что обе поднимаются и опускаются, а также имеют длину до подоконника. Но подъемный механизм у них совершенно разный. Если ролеты накручиваются на планку, то римские шторы собираются в горизонтальные складки. В последнее время их популярность растет. Они симпатичны и удобны, облегчают доступ к подоконнику, и чтобы полить цветы, не нужно путаться в метрах ткани портьер. Короткие до подоконника шторы не закрывают батареи, и тепло идет в комнату, а не в оконный проем. Зимой можно погреться у радиатора или досушить постиранные вещи, но, к сожалению, купить готовую римскую штору – удовольствие не из дешевых. Хотя ткани для нее потребуется в разы меньше, чем для привычных занавесок с пышными складками. А вот подъемный механизм и все необходимые комплектующие стоят немало. Но римскую штору можно сшить и самому, из простых, недорогих и доступных материалов. Первый этап. Определяем размер полотнища шторы. Для этого проводим замеры окна. Римские шторы крепят на раму окна, в проем окна и с внешней стороны откосов на стену. Я использую последний вариант, потому что зимой на стеклопакете может собираться конденсат, штора будет намокать и заплесневеет. Ширина шторы в этом случае должна быть больше ширины оконного проема и перекрывать откосы на 5-10 см с обоих сторон, смотря насколько выступает подоконник. Высота шторы равняется расстоянию от карниза до подоконника или чуть больше, до батарей. Второй этап. Чтобы построить выкройку, нужно понять принцип действия подъемного механизма. Римская штора представляет собой прямоугольное полотнище, которые разделяют по высоте на складки. Для этого с изнаночной стороны пришивают ленты, которые играют роль кулиски для реек. Эти рейки держат натяжение ткани и формируют ровные горизонтальные складки при подъеме шторы. Чтобы штору можно было поднять, на кулиске пришивают кольца или петли в 3-4 столбика. Значит, на каждой кулиске будет по 3-4 кольца. К нижним кольцам привязывают шнуры и направляют их вверх, пропуская через остальные кольца. На карнизе, напротив каждого шнура, крепится направляющее кольцо или крючок. Шнуры продевают через них и выводят в одну сторону, по пути продевая их в соседние кольца карниза. Теперь, если потянуть за все 3 шнурка, они начнут поднимать рейки, начиная с нижней. Количество и размер складок зависит от высоты окна. Рассчитать их вы можете по этой таблице. Но можете брать и свои величины. Главное помнить, что в поднятом состоянии расстояние между складками уменьшается вдвое. Итак, чертим схему. Рисуем прямоугольник, штору в соответствии с замерами. Я указываю размеры для моих окон, а вы уже подставляете свои величины. Сверху, снизу и с боков прибавляем припуски на швы. От верхнего края отступаем 5 см и намечаем линию верхней рейки. Отмеряем от нее вниз ширину складки, в моем случае 22 см, и чертим линию второй рейки. В моей шторе их будет 7. Снизу на шторы обычно делают более широкий загиб на изнаночную сторону, чтобы получился карман для утяжелительной планки. Она должна быть шире и тяжелее, чем остальные рейки. Но я это условие пропустила. Моя римская штора ровным краем не заканчивается и утяжелителя вообще не имеет. Во-первых, 7 штапиков достаточно весит. Во-вторых, к высоте полотна шторы я добавила 40 см для декорирования низа изделия, а это тоже прибавка к массе. На этом я пока остановлюсь. Пошаговую инструкцию шитья такой римской шторы я продемонстрирую в следующем видео. Спасибо за внимание и всем пока!